Всем салют, это канал Где Маклюшка Чувак, на носу молодежный чемпионат мира 2025 года по хоккею. Одно из главных спортивных событий года. К сожалению, сборная России не участвует в данном турнире из-за всем известных причин. Однако это вовсе не повод оставить наш хоккей без внимания. Сегодня я озвучу свой состав сборной России на МЧМ 2025 и попытаюсь ответить, пожалуй, на главный вопрос: смогли бы наши ребята добиться успеха на этом турнире? Мы выберем лучших игроков из чемпионатов России и Северной Америки, которые родились не раньше 2005 года, чтобы соответствовать правилам МЧМ. А тренером сборной назначим легендарного Валерия Брагина, того самого, кто вывел нашу молодежку на вершины и воспитал не одно поколение звезд. Давайте скорее начинать, но перед этим попрошу всех подписаться на этот канал и поставить лайк. Также, если у вас есть желание, можете заглянуть в наш телеграм-канал или Яндекс.Дзен. Свой прогноз на этот ЧМ с полным обоснованием я оставил именно там. Все ссылки в описании, а мы погнали. Начнем, пожалуй, с последнего рубежа – вратарей. У нас есть несколько отличных кандидатов, которые могли бы стать основой на грядущем чемпионате мира. Первый номер – это Егор Заврагин, 19 лет, СКА КХЛ. Егор родился в Новосибирске, прошел школу игры в Ханты-Мансийске. Его путь – такая уже истоптанная дорожка Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, с возможной арендой в Сочи. Заврагин уверенно выступает в КХЛ, отражая более 92% бросков. Его талант подтверждает и драфт 2023 года, где его выбрала Филадельфия Флайерс. Заврагин на 100% достоин быть в нашей команде, причем именно первым номером. Идем далее. В качестве сменщика для вратаря СКА будет выступать Михаил Егоров, 18 лет, Амах Лансерс USHL. Вратарь из Северной Америки, задрафтованный Нью-Джерси Девилс в 2024 году. Михаил много играет в этом сезоне и к тому же играет по-настоящему классно. Его процент отраженных бросков держится на уровне 90%. Вот как оценил Егорова один из экспертов Центрального скаутского управления НХЛ Эл Дженсен. У него есть потенциал, он очень умен и тактичен. Для вратаря ростом 194 см он отлично двигается и высоко организован, так что ему самое место в нашей команде. Третий номер – это Ярослав Коростелев, 19 лет, СКА 1946, МХЛ. Вратарь с потрясающей статистикой в МХЛ, 93,5% отраженных бросков. Коростелев стабильно показывает высокий уровень игры и заслужил быть частью нашей сборной, пускай и третьим кипером. Теперь перейдем к защитникам. От обороны во многом зависит успех нашей команды. Мы собрали мощную, а главное сбалансированную линию защиты. Первая двойка: Дмитрий Симошев, 19 лет, Локомотив КХЛ. 195 см физической мощи и надежности. Проспект Аризоны – типичный силовой защитник, способный сдерживать лучших нападающих соперников. Дмитрий уже сейчас выглядит готовым хоккеистом. Единственное слабое место его – это скорость. Но и этот недостаток он компенсирует выбором позиции и готовностью к силовой борьбе. В пару к нему отправляем Михаила Гуляева, 19 лет, Авангард КХЛ. Быстрый, техничный и атакующий защитник, который отлично поддерживает нападение. Его катание и умение раздавать передачи – настоящее украшение любой команды. Именно это и привлекло Колорадо, которые выбрали его под общим 31 номером. Вторая двойка защитников – это Антон Силаев, 19 лет, Торпедо КХЛ. В 19 лет Силаев провел уже 95 матчей в континентальной хоккейной лиге. Это просто невероятный опыт, который точно нужен нашей команде. Проспект Нью-Джерси – настоящая двухметровая стена в любой линии обороны, способная останавливать атаки любой сложности. Ну и в пару к нему идет тоже более атакующий защитник – это Геннадий Чалый, 19 лет, Су Фолс Стампет USHL. Праворукий защитник с стилем игры заточенным под атаку. У Геннадия мощный кистевой бросок и отличное катание. В 23 матчах в USHL Чалый набрал 12 очков. Третья пара: Игорь Бардин, 19 лет, Ирбис Казань. Игорь лучший бомбардир среди защитников МХЛ с нереальным показателем полезности плюс 23.
Бардин мобильный защитник с отличным броском и чувством шайбы. В пару к нему возьмем Никиту Ишимникова, 19 лет, автомобилист КХЛ. Никита универсальный защитник с отличным показателем по перехватам и блокированным броскам. Он праворукий, что делает его еще более ценным игроком для нашей команды. Ну и закрывать заявку среди защитников будет Тимур Кол, СКА 1946 МХЛ. Юный проспект Каролины — надежный защитник, который начинает получать свое время и в КХЛ. В СКА в среднем это 11-12 минут, что не может нас не радовать. Теперь, наверное, самое интересное — нападающий. Начнем с первого звена. Центр — это безусловно Иван Демидов, 19 лет, СКА КХЛ. Несмотря на то, что в СКА он часто выходит на левом фланге, его опыт в центре бесценен. Тем более вы знаете, что исторически с центрами у нас большие проблемы. Демидов универсальный игрок, способный вести игру и набирать очки в любой ситуации. В своем возрасте он обладает прекрасной техникой и видением площадки и точным броском. В большем представлении Иван уже не нуждается. Левый фланг — это Михаил Ильин, 19 лет, Северсталь КХЛ. Михаил — ключевой нападающий первого звена Северстали. Его сильные стороны — это отличная физическая подготовка, умение играть корпусом и хорошо работать у бортов. Ильин — силовой нападающий, способный как отдать точные передачи, так и самостоятельно завершить атаку. В 19 лет, 48 очков в 121 матче КХЛ. По мне это просто шикарные цифры, а место на правом фланге займет Никита Артамонов, 19 лет, Торпедо КХЛ. Никита — лидер Торпедо и проспект Каролина, один, наверное, из самых техничных фланговых игроков, который умело обыгрывает соперников один в один. Артамонов — настоящий мозг звена, всегда знает, где находится партнер и как лучше разыграть шайбу. Переходим ко второму звену. Центром будет Егор Сурин, 18 лет, Локомотив КХЛ. Этот проспект Нэшвилл — настоящая находка для нашего хоккея. Сурин уже в 17 лет доминировал в МХЛ, а сейчас пробует свои силы в КХЛ. У Егора отличные физические данные, мощный бросок и умение играть в силовой манере. Левый фланг — Матвей Кридин, 18 лет, Шавиниган QMJHL. Матвей очень универсальный игрок, в Канаде он демонстрирует потрясающие результаты: 35 очков в 29 матчах. Сочетание скорости и техники делает Гридина незаменимым игроком в атаке. И, конечно, в нашей команде правый фланг отдаем Егору Римашевскому, 19 лет, Динамо Москва КХЛ. Один из самых надежных игроков молодежки, проспект Сан-Хосе. Римашевский — классический двусторонний нападающий, который одинаково хорошо действует как в атаке, так и в защите. В этом сезоне он активно набирает очки в составе московского Динамо, где ему иногда отводят роль даже в топ-6. Третья тройка атаки. Центр — это Андрей Козлов, 19 лет, Металлург Магнитогорск КХЛ. Козлов — это игрок, который компенсирует свои примерно 173 см роста отличным катанием и видением площадки. Андрей умело читает игру и часто оказывается в нужное время в нужном месте и обладает к тому же отличной передачей. Левый фланг — Даниил Бут, 19 лет, Локомотив КХЛ. Нападающий лока и проспект Аризоны — физически мощный и техничный игрок, который может пробиться через защиту соперника, используя как свои габариты, так и маневренность. Его 12 номер на драфте НХЛ говорит о многом. Что касается КХЛ, здесь Данил — третий бомбардир среди всех игроков до 20 лет. В 33 матчах за Ярославский Локомотив Бут наколотил 8 шайб и сделал 13 результативных передач. Правый фланг третьего звена отдаем Артемию Низамееву, 19 лет, Tri-City USHL. Это тот нападающий, который взрывает защиту соперника своим катанием и техничной игрой. В текущем сезоне в Северной Америке за Tri-City Артемий набрал 38 очков в 28 матчах. Низамеев — прирожденный снайпер, классно действующий в завершающей стадии атаки. Четвертое звено. Центр — это Матвей Короткий, 18 лет, СКА 1946 МХЛ. Несмотря на небольшой опыт в КХЛ, в МХЛ же Матвей показывает себя как игрок с отличным броском и умением открываться в нужные моменты. За 27 матчей он забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач. Матвей способен сыграть как в силовой манере, так и поддержать быструю комбинационную
игру. Левый фланг Тимур Муханов, 19 лет, Северсталь, КХЛ. Муханов легкий, быстрый и техничный нападающий. Его статистика это 7 очков в 36 матчах в КХЛ может вас сильно не впечатлить, но доверие тренерского штаба Северсталя говорит уже о многом. Тимур часто выходит в большинстве и демонстрирует отличный хоккей в важные моменты. Считаю, что этот проспект Каролины тоже достоин быть в нашей команде, пускай и в четвертом звене. Правый фланг это Максим Великов, 19 лет, Тарос, ВХЛ. Первый представитель ВХЛ в нашей команде, который подает большие надежды. У Великова 12 очков в 23 матчах высшей хоккейной лиги. Максим универсальный игрок, который может действовать по всей площадке. Великов один из тех нападающих, кто может отработать в обороне и сразу же включиться в атаку. Его надежность и стабильность делают его важным игроком для как раз четвертого звена. И 13-м нападающим мы заявим Александра Рыкова, 19 лет, Челмет, ВХЛ. Разноплановый нападающий, который может заменить любого игрока в составе. Саше пока не удается на 100% закрепиться в составе Трактора, на данный момент он играет в ВХЛ. В Челмете он успел зарекомендовать себя как надежный и техничный хоккеист. Рыков способен обыграть защитника просто на пустом месте и создать момент, казалось, из ничего. Вот такой состав мы собрали для нашей молодежной сборной России. Как вам? Понятно, что многие позиции довольно спорные, но я основывался чисто на личных впечатлениях. Естественно, мог кого-то забыть, буду рад, если напишите свои варианты в комментарии. Я считаю, что наша такая виртуальная сборная выглядит вполне готовой к битве с сильнейшими сборными мира. Мой прогноз, что за счет сверхталантливых первого и второго звена плюс опытного вратаря в лице Заврагина сборная России спокойно вышла бы в полуфинал и попала бы в медали, а дальше уже дело случая. Теперь ваша очередь. Как думаете, какой результат могли бы показать наши парни на этом турнире? Буду ждать вашей версии состава в комментариях. Также не забудьте подписаться на этот канал в Телеграме, в Яндекс.Дзене, все ссылки в описании. Не забудьте, что именно там я выложил свой прогноз на МЧМ. Переходите и подписывайтесь. А если вам понравилось это видео, просто поставьте лайк, мне будет очень приятно. Ваша поддержка это топливо для новых видео и проектов. Спасибо, что остаетесь с нами, до встречи в новых выпусках.